Итак, всем привет, ребят. Я сегодня решила записать ролик про Эпштейна, про файлы Эпштейна, да, сейчас эта тема снова поднимается, как бы мы с вами уже, так как давно не спим, и, в принципе, многие из нас и так знали про то, что творится в мировых элитах, да, и про жертвоприношения определенные, и про различные ритуалы, и прочее, прочее, прочее. Но для многих вот сейчас то, что раньше прогремело дело Эпштейна, они как-то на него внимания сильно не обратили, но сейчас, по крайней мере, в русскоязычном сегменте очень много людей просто в шоке, что они как будто вот вчера только проснулись, знаете, и узнали, что ой, как же так, есть Эпштейн там, да, и там такие люди замешаны, это же что такое творится, там и так далее. Ну, то есть люди вообще как будто вчера родились. Это, конечно, где-то радует, потому что наконец-то начало шатать умы, вот, великих, для того, чтобы уже наконец просыпаться и как-то начинать видеть мир. Может быть, тогда, когда мы это узнали, да, впервые, они еще были не готовы воспринять эту информацию, вот, мы и так были в шоке тогда, вот, и для них сейчас, вот, они это только переживают, а мы уже как бы воспринимаем как, ну да, мы это и так знали. Но, тем не менее, я решила посмотреть на тонком, во-первых, кто же такой Эпштейн, потому что, ну, мы знаем, да, что в чем его обвиняют, как он числится. Ну, мы с вами все понимаем также, что он не сам себе помог в камере уйти в мир иной. Вот, я смотрела это на тонком, я повторно не буду, но если что-то пойдет, да, по этому поводу тоже что-то важная информация, я скажу, но так, по моим ощущениям, конечно же, он отъехал не сам, ему очень сильно помогли, потому что там до теневых дел очень сильно докопались. А Джеффри, знаете, он такое ощущение, что он был по большей степени как марионеткой, пособником и, знаете, вот такой карманный мальчик. То есть вот сейчас я начну, да, и вообще попытаюсь вам объяснить его фигуру, потому что в СМИ его показывают как такого, знаете, он финансист, он такой какой-то элитный, он такой парень, который там снабжал элиты, был свой, да, крутился вокруг миллиардеров, сам был там миллиардером, и он такого образ тоже сильного мира всего показывается, но мне это не идет с тонкого плана. И вообще сама фигура Эпштейна как главного зла человечества мне тоже не идет. Не в том плане, что все эти мерзости, в котором его обвиняют, они не относятся к нему. Нет, он прямое отношение к ним имеет. Но при всем при этом он лишь исполнитель, мелкая марионетка, которая очень хорошо устроилась у царской кормушки. То есть про него идет вот так. Вообще, если его личность как-то ощущать на тонком, он больше, знаете, идет как мальчик на побегушках. То есть это тот самый мальчик, которому говорят: принеси тапочки, принеси сигару, нам надо то, нам надо это, да, и он это все организует. То есть он также как будто как, ну, некий управляющий, знаете, возможно, ему говорят: вот иди там, положи там деньги туда-то, туда-то, и он это делает. Я не знаю, да, что это значит, но вот примерно вот так. То есть, может быть, это как раз-таки связано с тем, что он был финансистом. То есть финансист — это тот, кто следит за финансами как-то или занимается финансами. То есть, возможно, он как финансист с кем-то работал. То есть какие-то услуги именно финансового. То есть не обязательно там вот то, что там другое, да, а именно как вот финансист какие-то финансовые тоже услуги предлагал. Но, опять же, повторюсь, даже вот в этих финансовых услугах он был такой, знаете, мальчик на побегушках. То есть мальчик, которому сказали: а что ты нам можешь дать? А он такой: ну вот-вот-вот, да, все для вас. А вот еще я вот такую услугу могу указать, и вот такую услугу. Как будто он такой был очень услужливый, очень стремился к тому, чтобы в эту компанию вообще влиться. Если мы представим, что вот эта элита, такая элита, да, это как какая-то определенная компания золотой молодежи, да, или золотых каких-то вот людей, сливки общества, то он вот как та самая, знаете, стрёмная подружка, которая пытается постоянно влиться в коллектив, но ее там держат, ну, знаете, фильмы были такие,
где там золотая молодежь, да, и какая-нибудь обычная там девочка, и вот ее используют только там принеси, подай, пошла нахрен, не мешай, да, а там организуй-ка нам что-то, вот сделай нам что-то, принеси-ка нам чаю, принеси нам того. И вот он вот такая вот стрёмная подружка, то есть он, в принципе, как будто выбился из грязи в князи, вот такое ощущение, знаете, и он цеплялся вот за возможность угодить во всем, то есть он именно такой угодник. И угодник не себя, ну, не для себя, а для вот этих вот людей, с которыми он общался. И он всем пытался угодить. И то есть такое ощущение, что и вот эти вот его, ну, скажем так, развлечения для элиты, которые он организовывал, да, это тоже было, ну, своего рода угодой. То есть попыткой угодить, попытка сделать что-то, что им нужно. То есть они как-то так, знаете, такое ощущение, они его все равно не принимают в свой круг, но они ему говорят: Джеффри, нам нужно то-то и то-то, а ты сможешь там это организовать? И он такой: да, конечно, я вот хочу это организовать. Его даже как будто взяли в какой-то элитный клуб, знаете, элитный клуб в плане именно вот... почему-то идет животноводство, ребятки. Знаете, элитный клуб животноводства. И это животноводство, знаете, это не то, где овечек пасут. Вот, это, походу, элитный клуб, как, знаете, типа масонные иллюминаты, но это что-то немножко другое, то есть это как элитные сорта какие-то, да, вот людей, которые чтят себя некими пастухами здесь, и они считают, что они здесь, ну, как бы, вот они здесь боги, да, они здесь вот пастухи, а люди, все люди, весь мир, да, это овцы, которых они стригут, бреют, что хотят делают, вот эту овцу хочу зарежу, хочу помилую, да, и эти сильные мира сего, они играют людьми, и вот они как будто его в свой вот этот кружок какой-то взяли, но взяли они его не в плане того, что как равного, да, себе, что вот ты теперь часть наша, нет, они его взяли, знаете, как вот, ну, некого посвященного, да, они его взяли как посвященного, но при этом они его взяли именно с умыслом тем, чтобы он им добывал ресурсы какие-то, то есть он должен был им добывать ресурсы. Вот вижу финансовые махинации, вижу, то есть он им должен был какие-то финансовые махинации добывать. Далее как раз-таки на «прости, женщины», вот «прости, женщин» добывать. То есть, знаете, здесь даже нет, здесь даже не добывать, финансировать сети. То есть, знаете, как будто сети вообще, в принципе, вот в городе есть сеть там «прости, женщин», да, вот каких-то, значит, которых там курируют всякие вот эти мужики, которые там отвечают за них, да, сводят с клиентами и так далее. Как будто эти закрытые сети, причем сети элитные, какие-то, да, это элитное что-то, знаете, это как будто там в этой сети участвуют модели, «прости, женщины» элитные, как элитный эскорт, знаете, элитная, вот, то есть не просто какая-то вот на улице, а элитная уже «прости, женщина», да, элитные «прости, женщины», и это все обслуживает каких-то вот богатых людей. Кстати, знаете, Трамп там тоже вот пользовался услугами элитного вот этого всего, как эскорта, но я не вижу, чтобы вот именно каких-то в плане там извращенных, ну вот этих в том, в чем обвиняют Эпштейна, я не вижу, чтобы было, но он пользовался этими услугами, в том числе он знал, что вот Джеффри это курирует. Так, но это были женщины, то есть женщины, которые совершеннолетние, во-первых, а во-вторых,
которые сами были согласны для того, чтобы какую-то роль им дали, да, то есть это актрисы, может быть, начинающие или даже, ну, не совсем начинающие актрисы, которые готовы ради роли, ради вот каких-то связей, да, еще чего-то, грубо говоря, ну, вы поняли, вот, какие-то модели, вот там очень было много девочек из модельного бизнеса, вот прям очень много, и причем это и начинающие модели, да, вот в основном начинающие модели, то есть очень много, вот Трамп, кстати, любил моделей, вот, сейчас, подождите, дальше, это поверхность, сейчас будем глубже и глубже идти. То есть он организовывал какие-то вечеринки. И, кстати, в том числе, потом на этих вечеринках, то есть были какие-то девочки, знаете, которые тоже вот, то есть какого-то человека брали в оборот, допустим, конгрессмена, и он участвовал, ну, его приглашали на такую вечеринку, допустим, он там как напивался, не напивался, то есть ему, скорее всего, что-то подсыпали, ну, как подсыпали или что, то есть для того, чтобы он немножко не соображал, и далее, то есть он, ну, вот, с этой девочкой что-то там делал, ну, с этими девочками, да, а потом ему как бы, ну, начинали угрожать, то есть вот те, на кого работал Джеффри, они начинали, допустим, говорить, что ты же понимаешь, что если вот то, что ты там сделал, да, ты такой семьянин, типа, все чё кого, что вот если вот эта вот твоя связь, типа, выплывет, да, откуда-то, то, значит, ты лишишься политической карьеры. И то есть все эти девочки, они работают на вот этих сильных мира сего. Они очень много денег получают, они делают то, что им говорят. И они, в принципе, знаете, такое ощущение, что они особо-то и беспринципные, ну вот, знаете, как вот психопат, да, человек-психопат, которому, в принципе, плевать, ему главное вот поиметь какую-то свою выгоду или что-то, ему даже, знаете, как будто вот им даже доставляло удовольствие вот это делать, то есть, да, как бы специально, то есть там всячески там развращать, допустим, этих людей, а потом понимать, что я становлюсь частью именно давления на этого человека, именно частью шантажа, да, то есть они прям кайфовали от этого. Может быть, кстати, вот эта история, где пришла какая-то там, прости, женщина, да, и помните тогда, что на Трампа там наезжали, типа вот он с ней там что-то делал, и вот она там заявляла там и так далее, что он там с ней имел дела, это вот, возможно, как раз вот такие вот к этому и имеет прямое значение, то есть как будто это делают. То есть это как один из возможностей держать человека в, ну, таких, ну, как в ежовых рукавицах, даже не в ежовых, а в узде, да, типа привязать его к стойлу, и чтобы он там стоял смирно, и говори, вот ты тут стой смирно, да, и не трогай, ну, ничего не трогай, и не делай, иначе вот мы там можем, ну, тебе как-то навредить. Но Трамп, он как будто более сильный, и он, типа, такой, типа, вы чё, охренели? Ну, типа, нет. И он, какую-то свою силу передавил, и у них это не получилось. То есть он как посмеялся над этим, что что дальше. Знаете, такое ощущение, что, возможно, история вот с Биллом Клинтоном и Моникой Левински тоже где-то вот там же бегает. Недалеко пробегала вот этих всех историй. То есть это как способ какого-то такого давления на какой-то вот правящий конгломерат, да, скажем так. То есть один из видов, потому что там именно, ну, оргии не оргии устраивали, но, допустим, вот каких-то политиков реально там брали несколько девочек, и потом уже он был у них в цепких руках, да, ну, я имею в виду не девочек, а вот тех, кто вот этим балом всем заправлял. Дальше больше пошло, вот. Изначально это было вот так, и дальше он куда-то, вот этот Эпштейн, он куда-то выше скакнул, вот как будто, знаете, когда он занялся вот этой деятельностью, то есть, знаете, деятельность, которая, ну,
деньги, которые не пахнут, условно, да, то есть беспринципной деятельностью, потому что, ну, одно дело там просто, ну, какой-то элитный там вот этот вот, прости, женщины создавать, а другое дело, когда именно это все создавалось для шантажа, да, для того, чтобы играть в политические игры и так далее, и он в этом во всем очень умело как-то маневрировал и не испытывал ни грамма вообще какого-то стыда или совести, то есть он настолько любил деньги, вот настолько он любил деньги, этот Джеффри. Деньги, роскошь, он хотел быть богатым, он хотел быть каким-то вот таким, ну, знаете, не знаю, вот сочным, да, каким-то таким вот прям, чтобы вот, не знаю, как вдох вот так, может быть, не дышать полной грудью, но вот какой-то такой вот иметь, быть воздухом. То есть то, что вдыхают, да, каким-то приятным ароматом, или вот чтобы без него люди как без воздуха были, или что-то такое, быть необходимым, нужным, важным для всех. То есть вот это его, знаете, вот этому, ну, то есть вот он как подлезало такой, да, всем, но ему таким образом внутренний контроль, он чувствовал над ними всеми власть, над теми людьми, с которыми он сходится, чтобы они без него не могли обходиться, чтобы он для них был вот такой вот, знаете, ну, не палочка-выручалочка, но типа вот вес, чтобы они без него не могли как без воздуха обходиться, чтобы дышали им. Вот такое идет. И после, когда на него вышли вот эти силы определенного характера, вот тогда началась история и с девочками несовершеннолетними, и с прочими гадостями, потому что тут они вышли, когда они начали, ну, они как бы ему сказали, что, знаешь, у нас тут как бы есть и приношения определенным там темным богам, и всяческие вот эти вот ритуалы и прочее, и что нам нужен, ну, условно, поставщик. То есть, да, тот, кто возьмет на себя вот эту грязную работу, и там, да, там связано напрямую с торговлей людьми, и, ну, то, что там с девочками, это верхушка вообще всего, это можно сказать, самое безобидное, да, вот, но эти девочки, они были как рабыни, то есть они не были, они тоже были шантаж, они были запуганы, они были очень слабые, там были и младше дети, не только 14 лет, младше были. Он сначала испугался, когда ему это предложили и сказали, что вот ты должен нам вот это все организовать. Он очень сильно испугался поначалу, потому что, ну, это страшные вещи, да. То есть он даже понял, что здесь, ну, это очень такой, не то чтобы скользкий путь, да, а прям такой путь, прям очень жесткий. Но почему он согласился? Он как будто испугался больше, то есть, знаете, не было у него отвращения к этому, то есть он, знаете, там не подумал, что ужас, что у нас творится в мире, там, или еще что-то, то есть он как будто и так видел, вот, знаете, темные пороки людей, когда еще вот в шантаже участвовал, то есть вот эти вот экскорс-шантажи, но здесь он как будто вот понял, что он на вот эту опасную территорию заходит, то есть если раньше она его немножко обходила стороной, и он как бы там радовался то, что он знал о том, что такое есть. Вот что я скажу. Он знал о том, что это все существует. В тех кругах, в которых он мотался, в тех кругах, в которых он был, в том числе вот эта элитная вся вот эта вот эскорт-бригада, это все он знал, что там есть и другое. И он даже слово идет молился, может быть, ну не богам, а вообще, чтобы вот все остальное, то, что они там творят, обходило его стороной. Но в какой-то момент они пришли к нему и сказали: Джеффри, вот здесь ты нам нужен. И это было страшно для него, потому что, знаете, он больше за свою шкуру боялся здесь. Идет. То есть не за то, с чем ему придется работать, да, а больше за свою шкуру. Но он понимал, что оттуда живыми не выходят. То есть мало знать, то есть вот если ты там знаешь про вот это как бы ладно. Типа, что он просто знал, что оно такое есть, но не участвовал, ничего. Но если он туда зайдет, это как в клетку ко льву, да, зайти. Но
он живым оттуда не выйдет. Все будет зависеть только от настроения льва. Вот что такое. Ой, фу. Ему пришлось посетить на тот момент. Да, он был связан напрямую с торговлей людьми, потому что его вводили в суть дела. Он знакомился с какими-то то ли колумбийскими, почему-то идет колумбийские, какие-то вот, ну, не пираты или что-то такое, я не знаю, которые вот именно занимаются вот там, как вот психопаты вот такие, которые занимаются именно вылавливанием человеческих ресурсов, можно так сказать. Вот там просто это жесть, вы знаете, просто в ящиках деревянных. Писец. Какой ужас. Куда-то приехал. Знаете, там его самого мутило от этого. То, что он видит. А они, знаете, они так себя ведут, как будто там ничего такого не происходит. Типа не то, что там кто-то сидит в ящиках, это типа вообще, знаете, как бананы упаковать или мандарины, блядь. Писец. Там даже он как-то прям... Ну, не то чтобы проникся, а вот какой-то холодок пробежал от этих людей. То есть потому что у них вообще не было иерархического вот этого всего. А Эпштейн привык жить в мире, где полно иерархии, где вот есть начальник, есть дурак, есть вот сильный мира сего, а есть он, который вот такой подхалим, да, который вот пытается там стать для них важным. А вот такое ощущение для вот этих вот чуваков, для вот этих колумбийских карателей или колумбийские вот пираты какие-то, да, или что, вот им как будто плевать вообще на все. Кто перед ними, что перед ними, да пускай даже сам вот этот верховный, типа, который вот, ну, на которого работал Эпштейн, да, вот перед ними встанет, а они его просто нахер пошлют. То есть они даже ему говорили там, передай там своему вот этому вот, ну там, верховному, или как, почему-то идет слово верховный, не знаю, что типа нам плевать, что он там хочет, то есть они вообще никаких авторитетов не признают, типа нам плевать, что он там хочет, вот мы вот ему условия какие-то ставим, и пускай он там сам решает, надо или нет, нам плевать. И вот у него настолько от этого рвало башню, что он не знал просто, как с ними чего, но... Получается, он потом из этого как-то вышел. Может быть, вот это как раз Гhislaine Maxwell, да, или как ее там, Максвелл, что ее же называют помощницей Эпштейна. Может быть, она как раз-таки на себя и взяла функцию вот общения, то есть, ну, некого такого буфера между ним и вот какими-то вот этими вот, ну, людьми, с которыми надо договариваться там. Потому что сам он, ну, не хотел с этим соприкасаться. Вот так идет. Вообще не хотел. Не потому что вот он какой-то был высокоморальный или еще что-то. Просто как будто вот ему самому было плохо. Тошнило прямо от вот этого, от этой грязи. Но опять же, он ни капли, понимаете, сожаления, ни капли сочувствия, ни капли эмпатии вообще, хоть какой-либо к жертвам того, что там происходило, не испытывал. Понимаете? Было отвращение, еще что-то, но сочувствие, эмпатии, там еще чего-то к людям, которые были вот, грубо говоря, вот в этом во всем замешаны, которые были жертвами этого всего, ни на грамм, просто ни на грамм нет, просто ни на грамм, он их даже не считает живыми, то есть он их считает условиями сделки, там, чем угодно, условия сделки, материал, вот идет слово материал, он их называл, условия сделки, материал, что там с приходом, то есть приход это что, да, приход это вот как дебет-кредит, грубо говоря, что там с приходом, как продукты пришли в магазин, что там с приходом, да, у нас, вот это вот он, вот так это все. Он только ценил власть и богатство, вот это он считал живым, вот это прям какие-то вещи, которые, знаете, вот, ну, не знаю,
тарелка там какая-то, да, из династии Минь. Вот это он ее считал, вот чуть ли не боготворил, да, эту тарелку. Вот она была для него живая, ценная, вот там тьфу-тьфу-тьфу, с ней что-то случится, там протереть надо эту тарелку, там, да, вот она настолько ценность большую имеет, что вот просто что-то вот такое. Это да, вот это вес какой-то, ценность, там чуть ли не вот танцевать вокруг этой тарелки. А то, что там, ну, расходный материал какой-то в ящиках, это вообще пофиг. Вот такое отношение к жизни в целом. Так, материала было разного, много. Остров. Знаете, остров, такое ощущение, там проходили закрытые вечеринки. Причем разного типа. Были вечеринки закрытые, где была элита. Ну, вот элита приезжала, развлекалась. А там было очень много моделей, был, ну, так скажем, оргии там всякие, да, вот как там спидиди, вот это вот, всякая вот эта фигня. Ну, большего не было. То есть были просто какие-то вот оргазмические органы, оргии, простите, были какие-то это, но там были, ну, нет, были несовершеннолетние, были. Кто-то ходил, смотрел с осуждением на это все и говорил, типа, ну нет, ну нельзя так, ну что вы. Но все равно как бы он не лез в личное вот пространство, и там были некоторые сильные мира сего, почему-то Билл Клинтон идет. Вот он особо какой-то вот любитель, ценитель, типа, да. Вот там были, ну, не маленькие прям, знаете, то есть, возможно, вот это как раз-таки те самые, ну, условно, вечеринки, где именно участвовали вот эти девочки, которым там было по 14, по 16, со всеми вытекающими. Им говорили, что, ну, это уникально, ты представляешь, что там ты попала там, какой-то миллион выиграла в лотерею условно, да, ты там выиграла какой-то шанс 1 на 1 000 000 или еще что-то, то есть этим девочкам, которые не могли с этого, ну, скинуться, да, спрыгнуть, и не могли как-то сказать нет условно, да, тому, что происходило, то есть их очень хорошо обрабатывали, вот прям мозги обрабатывали конкретно, что типа ты там представь, это же вот не просто там какой-то хрен, а это вот какой-то там капец хрен, а где ты вот еще попадешь на вот такую вечеринку, где там такие люди именитые и так далее. Но многие даже вот были какие-то звезды, не знаю, которые откровенно прям ругались, когда видели, вот, ну, то есть там, допустим, его позвали на такую вечеринку, он приехал, и он увидел вот такую девочку, да, что она там на этой вечеринке присутствует, там прям я вижу скандал, что типа вы чё охренели там, вы чё вообще вытворяете там, что я в этом не собираюсь участвовать, там все, да пошли вы нахрен, как бы, и, ну, прям портило настроение такое всем, там как бы, ну, типа, вот такой человек уходил куда-то или отходил, ну, типа, он не участвовал во всем этом, но, типа, старался, вот Джеффри, вот этот, он старался разрядить такую обстановку всегда там, типа, такой, ну, вот, что давайте не будем этого делать, что эти девочки здесь по собственному желанию, что все хорошо, короче, ну, типа, как-то пытался вот нормализировать это, да, и, ну, типа, даже некоторые там подходили, спрашивали, типа, что девочка там все хорошо, да, ты тут действительно по своему желанию. Она говорила, что ну да, я здесь по собственному желанию, типа, так далее, тому подобное. То есть вот что-то такое, потому что, ну, она ничего другого не могла сказать, потому что на вот этих девочек шло очень мощное моральное давление. То есть они находились под мощным абьюзом, да, то есть абьюзивное вот это вот подавление воли, то есть их волю очень сильно морально подавляли, их заставляли верить в то, что происходит, это нормально, что то, что там... Почему-то Моника Белуччи пришла, вот, хотя она-то не маленькая далеко. Может быть, то, что она была очень молодая, а вот этот хрен старый со своим сморщенным сморчком был достаточно очень, ну, возраст, да, там старше ее во сколько раз-то? В 2? В папы годился. Может, тоже вот как бы, что там ничего страшного. Ну, типа, вот это вот шло
какое-то вот такое вот обрабатывание мозгов, подавление воли, что они вроде как не хотели, но типа, ну, все же нормально, все же хорошо. Это, знаете, такой жуткий вот этот момент, когда жертва начинает оправдывать насильника, когда она начинает нормализировать его поведение, допустим, вот когда бьет, значит, любит, да, ну да, муж там меня избил, я уехала в травматологию, но все же хорошо там, да, все же нормально, он же там меня любит, он же там со мной нормально общается, он же дал мне шоколадку, то есть, понимаете, вот что-то вот в этом духе, и их тоже как-то им подарки типа дарили этим девочкам, их как-то задабривали, ну типа платье какое-нибудь или какое-то внимание к ним, то есть вот эта вот обработка какая-то такая шла. Вот, это то, что касается вечеринок именно, которые такие открытые, грубо говоря, да, по большей степени были, то есть такие на минималочках. Сейчас попробую посмотреть другого вида, когда, ну и знаете, там проходили помимо таких вечеринок, там проходили еще и тайные обряды. Вот здесь жопа. Вот у меня такое ощущение, что у него там на этом острове есть какой-то подвал, потому что я не раз видела на этом острове какой-то, ну, не подвал, а катакомбы. Знаете, вот когда подземные помещения какие-то, да, под землю что-то там копают, то есть там какой-то как бункер, да, есть, то есть какие-то подземные помещения, их очень много. И в этих помещениях происходят очень страшные вещи, ну, по крайней мере, происходили. Может, сейчас я не знаю, да, что там, но там как будто, знаете, чуть ли не пыточные камеры какие-то есть. То есть я вижу там людей в капюшонах, черных таких капюшонах, почему-то вот очень похоже на тот, ну, вот ту, знаете, вот фигура сейчас пришла сразу же, вот помните, коронация Карла, когда мы с вами там рассматривали тоже на тонком, и там, помните, вот на видео проходила такая фигура, с косой там какой-то, да, как смерть с косой, то есть там в черном балахоне, вот это вот полностью с таким острым концом, вот такие вот, и их там не один, и они что-то читают, то есть они что-то читают, они что-то вот делают, и там человек, ой, не, я это не буду рассказывать здесь, простите, там ритуалы, ой, как она плачет, ой, фу, все, я не буду это дальше смотреть, простите, либо я это расскажу на других ресурсах, на том же самом Бусте, если будет у ребят желание или у кого-то, вот на Бусте напишите в комментариях, я сниму, вот, ролик для Бусти, что я там видела, потому что там здесь на Ютубе, ВК, Рутубе и так далее, ну, это прям жесть, я не буду это выкладывать в общий доступ. В общем, ребята, там есть какие-то прям вот в этом подземном помещении этого острова, да, этот остров, такое ощущение, что он не совсем сам себе купил. Такое ощущение, что вот эта организация, грубо говоря, на которую он работает, объединенных сил почему-то вот так идет. Вот эта организация, на которую работал Эпштейн, Джеффри, именно она купила условно ему этот остров. То есть они ему поручили купить этот остров. Вот так вот. То есть это не было его идеей, что вот возьму-ка я себе остров. Нет, это они поручили купить ему этот остров. Они, грубо говоря, сказали, что там построить, в том числе вот это вот подземное сооружение. Там был уже спецназ, но там было все уже почищено, то есть ничего не было, когда спецназ туда ворвался, там ничего не было, там только были пустые клетки, знаете, как решетки какие-то или что-то, вот как, но они большие, вот как тюремные камеры какие-то, да, только вот как в скалу вмонтированы, вот я не знаю, как такая, как в земле вот как такая, ну, маленькая комнатка, да, и там вот решетка выставлена, то есть как выкопана так. Вот, плюсом какие-то пыточные, я не знаю, вот почему-то идут как вот какие-то инструменты, знаете, ой, фу, какие-то для вот каких-то ритуалов. Там не оргии проходили, поверьте мне. Там даже ничего такого не было. В этом плане там даже где-то было стерильно, но интересно. Я вижу, что иногда, когда наверху происходило вот это вот все, да, такая вечеринка, типа а-ля там
там бомонд, там вот эти оргии все устраивает. Внизу под землей была какая-то группа людей, вот в этих черных балахонах, которые стояли и в этот момент что-то читали или что-то делали, и, короче, эту энергию собирали. То есть энергию вот этого вот, ну, поняли, да? Вот это пошлость и пьянство, там вот этого всего разврата, оргии, они как эту энергию собирали и как накапливали, либо куда-то вот то ли отправляли, то ли что. Я не могу понять. Сейчас попробую. Вот там защита стоит. Вот я сейчас пробую продавить, да, что там, куда они отправляли, куда девалась эта энергия. И там такое сопротивление дикое идет, прям дикое сопротивление, как будто вот не хотят они. И то есть это не, знаете, это не когда там, вот когда я понимаю, что, допустим, есть там тайны условно, да, допустим, этой земли нашей. Вот я как раз тут недавно ролик про Крым, вот, на Бусте выкладывала и там, что Крым это такое, знаете, место сакральное достаточно, то есть золотое руно идет на это, вот прям золотое руно, это территория, это золотое руно, и то, что эта территория еще обетованная, земля обетованная, да, какая-то, и что за эту территорию не зря, то есть все века шла борьба, то есть то одни, то вторые, то десятые, и постоянно все пытаются завладеть этой землей, потому что там очень большое сокровище есть, и вот там я когда смотрела, ну, то есть я там это рассказала тоже, для чего Глобалам Крым, то есть и что там вообще происходит, что с этими территориями, почему она так важна и так далее. Вот, кому интересно, можете на Бусти посмотреть. Там я полностью раскрыла вот тайну попытки вот этот вот Крым себе отхапать. Но то, что вот там тоже я описала, да, что там находится, но до конца мне вот именно, что вот это там именно вот это, да, то есть я понимала, что там не до конца можно рассказать, что спрятано там, ну, то есть вот в этом, вот в этой земле. Поэтому я вот сколько смогла, столько рассказала, да, про вот тайну этого места. То, что вот здесь я чувствую по отношению вот к этому сопротивлению, что просто кто-то очень сильно не хочет, чтобы я узнала, то есть как будто на это поставлена защита вот этими темными, которые занимаются там вот этой черно-магической херней, они как будто там ставят какую-то защиту, прям такую мощную защиту, чтобы, во-первых, никто не чувствовал наверху, что с них качают, то есть никто даже не догадывался в этот момент, что внизу происходит какое-то таинство, идет слово таинство, да, и ага, все, я вижу козла на троне, то есть это темный какой-то, то есть это, понятно, демоноид, да, то есть, возможно, как раз такие поклонения Люциферу пришло. Поклонение Люциферу. А что еще кому? Баалу, богу грехов и похоти. Возрадуйся, сатана. То есть здесь, скорее всего, вот идет, вот раз эти фразы идут, здесь, скорее всего, вот это и есть вот эти пастухи, понимаете? То есть они, то есть мы как будто делаем все по твоему завету. То есть вот эти шляпники, условно, они именно служат, идет сатане и действуют по его завету, как завещал он им. То есть, а он завещал им вот стричь овец определенным образом, и они это и делают. То есть вот этот ритуал направлен на то, чтобы стричь овец. А получается, что, скорее всего, вот эти люди, которые сильные мира сего, даже те же самые певцы, еще что-то, они же транслируют свою энергию в массы, они же транслируют свое состояние, да, свои вот эти вот, это, ну, огромному количеству людей, и это все они передают, и то есть, возможно, там еще и, знаете, во время вот этих вот шабашей еще и какое-то на них воздействие шло дополнительно, то есть оно какое-то такое было, понимаете, с одной стороны их энергию собирали, а с другой стороны на их энергию воздействовали, то есть как будто что-то вот. Кстати, может быть, поэтому мне и шло, что
их как будто дурманили, да, но когда я говорила, что, может, подсыпали что-то, ну, в бокалы, типа, мне не шло, что это какие-то вещества, которые вот меняют сознание, то есть если вот, когда вы смотрели P. Diddy, там, да, четко шло, что что-то подмешивали, а здесь как будто вот как-то влияли на сознание, но откровенно, чтобы я видела в бокале там какую-то таблетку, такого нет, и здесь вот, знаете, больше идет именно вот какой-то дурман. И, скорее всего, это вот это и есть. То есть это, скорее всего, вот этот дурман головы, что это шло воздействие, которое идет внизу. То есть внизу вот этого всего. Да, какое-то воздействие, завет. И как будто эти люди в этот момент... Они их отдавали, вот те, кто наверху вот это вот все там развлекался, отдавали во власть вот этому своему хозяину. А Эпштейн, он был как вот организатор, просто как, ну, тот, кто поставлял материал, тот, кто поставлял, вот даже тех людей собирал всех, вот в этих, во всех своих там на острове и так далее. Он продавец душ, по-русски выражаясь. То есть тот, кого можно назвать продавцом душ. И они его наделяли властью. То есть он с ними связался, потому что они, вот это посвящение, которое он получил у них, да, у этих шляпников, это посвящение как раз-таки было для того, чтобы он стал искусителем, то есть он стал именно продавцом. То есть, а продавец, это что ему дало, да? Это как все продавцы душ работают, к эгрегору, допустим, да, которые привязаны. Эгрегор делает все для того, чтобы люди шли к этому продавцу, чтобы они ему доверяли, чтобы они там, ну, как-то вот чувствовали его, да. И вот этот вот продавец, то есть Эпштейн, он мог ментально влиять на людей, то есть он, скорее всего, и был, судя по тому, что у него отсутствие полное вообще эмпатии, моральных каких-то вот этих вот моментов того, что люди все-таки живые, да, и прочее, очень похоже на то, что он тоже какой-то, ну, очень хороший темный, то есть который, конечно, не совсем там психопатия, но он очень хороший темный. Для него деньги, слава, вот это все важнее всего на свете. То есть я говорю, за вазу, вот эту там династии какой-то, он готов мать родную продать. Она не такая ценная, как эта ваза. То есть если для него ставить на весы вазу и мать, то ваза однозначно очень ценная, а мать может пойти в утиль, то есть для него не проблема. Она ему настолько пофигу на нее, насколько может быть, понимаете, вот это уровень морализации вот этого человека. И поэтому он и был посвящен, поэтому он и делал все это для них, да. Вот, он был мелкой сошкой, то есть продавцом душ, который прекрасно встал на эту роль, для которого нет понятия морали. Кстати, в большинстве своем продавцы душ, особенно вот, которые работают, да, на темные силы, они действуют вполне осознанно. То есть вот эти вот, кто магичит там, еще что-то делают, вполне осознанно. То есть и он тоже вполне осознанно работал на вот этих шляпников. И, конечно же, когда он был в своей вот этой камере, там просто они побоялись, то есть он должен был пойти на допрос. Они побоялись того, что ему что-то вколят или что-то, да, вот как будто что-то вколят, как сыворотку правды какую-то или еще что-то. То есть для того, чтобы он охотнее отвечал на вопросы. Скорее всего, ему собирались что-то вколоть. То есть что-то, что поможет развязать язык. Потому что это очень серьезное дело, да, и из-за него там конкретно, ну, брались не просто какие-то копы, а серьезные спецслужбы, которые работают по-серьезному. И зная об этом, шляпники его заранее убрали. То есть именно не из-за того, что они думали, что он там проколется и все всем расскажет, нет, а потому что они именно боялись, что ему что-то вколят, что он сможет, что ему развяжет язык и он все разболтает. А так, потому что сам по себе Эпштейн, он тоже такой, понимаете, судя по тому, что вот он девочек там уговаривал, еще что-то, он
Кстати, вот эти девочки, они тоже как-то в ритуалах участвовали, но они не знали об этом. То есть вот эти девочки несовершеннолетние, им то ли платья какие-то дарили, то ли еще что-то. Вот очень похоже на платье. То есть как будто платье какое-то, вот я вижу девочка одна, и ей дарят красное такое, знаете, кроваво-красное платье, очень откровенное. То есть она маленькая, ну как маленькая, поняли, да, там лет 15, там, допустим, а на нее одевают кроваво-красное роковое платье. А это платье, это не просто платье, это платье, его как будто, да, смочили кровью, то есть как будто это платье прошло какую-то инициацию или какой-то ритуал, то есть который они проделывают внизу. И потом она одевает это платье, и тоже как идет как символ мужских пороков, то есть, понимаете, и она не кажется уже такой маленькой, вот этим людям, которые там приходят, то есть она кажется им желанной, она кажется им вот соблазнительной, да, и так далее, то есть вот в таких тоже моментах. Да, вот такое пришло, ребятки. Принца почему слили, вот здесь вопрос. Но он какое-то отношение к шляпникам имел, принц. Он не случайная жертва там какая-то, обстоятельств, он имел прямое отношение к шляпникам. Но как будто, знаете, он уже был неугоден, то есть его слили специально. Он уже был неугоден внутри семьи, что-то мутил, раздражал сильно. Не то, что он был хорошим каким-то или, вот знаете, там был за мир во всем мире или еще что-то, нет, он просто раздражал. Видимо, тем, что он очень сильно хотел власти, то есть именно тем, что он, видимо, хотел сместить бабку или как-то, вот знаете, с Лизкой сильно себя как-то вел откровенно, то есть она не прощает, она такая жаба, что она прям дракониха, знаете, которая не прощает, когда ей кидают вызов, а он как будто вот постоянно ее вот, ну, кидал ей вызов такой своеобразный, поэтому его и убрали, то есть как тоже убили двух зайцев одним махом, знаете, вот такое идет. В общем, как-то вот так, ребятки, про Эпштейна-то и то, что там происходило. Надеюсь, вам это все открылось с более такой стороны. Напишите, надо ли мне, ребята, в первую очередь, да, это напишите, то есть, если нужно, я на Бусти выложу. Могу даже, знаете, ребятки, голосование в древних душах, давайте так, на канале, телеграм-канале «Древние души» я выставлю голосование, вот, так как это бесплатный ресурс, да, «Древние души», телеграм-канал, там могут все проголосовать, в принципе, и те, кто к Бусти уже подписаны, те, кто, если, допустим, ну, хотел бы подписаться, если этот будет опубликовано, да, более подробно про ритуалы, которые там происходили, то есть вы там проголосуете, надо вам такое видео или не надо. То есть если большинство проголосует за, да, это видео, то я выложу. Вот. Буду знать. Ну, у меня на сегодня все. Всем вам всего наилучшего. Пока-пока.